Всем привет, меня зовут Александр Лютиков, и сегодня я расскажу вам сразу 3 истории, которые случились на этой неделе с Хабибом Нурмагомедовым. Правда ли, что команда Хабиба теперь называется не Eagles, а Горилла? Почему у Тины Канделаки получилось провальное интервью с Хабибом? И, наконец, что написано в книге Хабиба? Ведь я ее купил, прочел целиком и готов поделиться. Это перезалив, первая версия видео пропала по каким-то непонятным мне причинам. Около года назад мы говорили с Хабибом, и я спросил, что он никогда в жизни не будет рекламировать. Ответ был такой. Что вы точно вообще ни при каких условиях не согласились бы рекламировать? Ну, пиво, например, пивная организация мне предлагала контракт, но с пивом я бы не работал. И другим не советую. Казино то же самое. До боя с Конором Хабиб был замечен в рекламе энергетика Manimal. Сейчас подписался с брендом Gorilla и выбил контракты еще для 11 своих друзей. Сразу встал вопрос, будет ли команда Хабиба теперь называться Gorilla, а не Eagles. Тем более, что на экипировке уже написано Gorilla Fight Team. Будет ли команда менять название или Gorilla это просто вот спонсор? То есть Eagles остается, Gorilla будет спонсором? Честно сказать, я не в курсе. Я только что подписал контракт с энергетическим напитком Gorilla Energy Drink. Камеру снимаешь? Gorilla Energy Drink. Сказали, что нету ничего плохого, если буду пить это энергетический там напиток, не будет никаких побочных эффектов или там подействует негативно на кардионервоз или там что-то еще. Ну, сказали, все как плану, халяльный напиток и нету никаких там вредных каких-то моментов и можно ее спокойно пить. Вы реально уточняли, халяльный или нет, да? Ну, я еще дальше тоже буду уточнять, но как сказали, вот так сказали, что да, нету никаких вредных моментов в этой напитке. По моей информации, Хабиб не дал согласия на переименование с Eagles на Gorilla, поскольку посчитал это неправильным по отношению к бизнесмену Зиявуддину Магомедову, который до своего ареста был главным спонсором Eagles. При этом прошлый бюджет Eagles и нынешний бюджет Gorilla могут быть сопоставимы. Объявлено, что контракт Gorilla с командой Хабиба заключен больше, чем на $1 миллион. Поэтому пока ситуация такова. Хабиб представляет и клуб Eagles, и команду Gorilla. Интересно, что в качестве бойцов новой команды не были представлены друзья Хабиба Зубайрат Ухугов и Ислам Махачев. Возможно, дело в том, что они участвовали в рекламной кампании другого энергетика, и у них еще могут быть действующие контракты с тем спонсором. Также бросается в глаза, что ни фото, ни видео с первой за долгое время пресс-конференции Хабиба не попало в соцсети UFC Russia. Объяснить это можно тем, что Gorilla – конкурент энергетика Monster, официального спонсора UFC. Отдельно отмечу, что ни сам Хабиб, ни кто-либо из его команды на пресс-конференции не сделал ни глотка из банки своего нового спонсора. Ну и добавлю, в том, что команда будет называться в честь энергетика, нет ничего нового для отечественных смешанных единоборств. Федор Емельяненко, если вы забыли, долгое время выступал за команду Red Devil, которая называлась так как раз в честь энергетического напитка. После пресс-конференции в Москве-Сити Хабиб направился в спорткомплекс «Олимпийский» на бизнес-форум. Хабиб, в принципе, был единственной реальной звездой этого форума. После того, как он окончил выступление, часть людей начала выходить из зала, за ним бегали фанаты, его охраняли секьюрити и полиция, и дело доходило даже до стычек с охраной. Вот одна из них. Человек бежал за Хабибом, а его грубо остановил охранник. Вот так успешные люди пытаются догнать простого дагестанского паренька. Сам Хабиб остановился только возле одного своего болельщика, который был в инвалидном кресле. За то, чтобы послушать в том числе Нурмагомедова, люди отдавали от 15 тысяч рублей, и слушающих набралось несколько тысяч. Но у Хабиба получился крайне скучный разговор с Тиной Канделаки. Тина говорила очень громко и просила поднять руки тех людей в зале, которые мечтали покорить весь мир. Я был просто поражен тем, что в 2018 году на бизнес-форуме находились люди, которые покорно поднимали руки. То есть все об этом мечтают. Вы поднимите руки. Вы думали хотя бы один раз в жизни? Неважно в какой сфере, неважно в какой области. Я покорю весь мир, я хочу покорить весь мир. Поднимите руки, кто в это верит, кто так думает. Поднимите, не стесняйтесь, чтобы Хабиб увидел. И правда же согласитесь, что наступает возраст. Хабиб говорил очень тихо и давал людям, желающим добиться в бизнесе успеха, 3 совета. Первое – упование на Всевышнего. Второе – труд. И третье – терпение. Были и совсем странные для бизнес-мотивации моменты. Например, Нурмагомедов высказывался в том духе, что не надо ждать, что судьба сделает тебе подгон. Было использовано именно это слово. И никогда не ждите, что вам сделает
скажем, какой-то подгон. И тут же выяснялось, что ни одну машину в своей жизни он не купил, все ему подарили. Впрочем, на этом форуме Хабиб проявил себя неплохим бизнесменом. В 3 часа ночи, то есть за 13 часов до его выступления, в Олимпийский завезли 3000 экземпляров его автобиографии. В магазинах она будет продаваться с 10 декабря по цене от 590 рублей. Бизнесменам в Олимпийском продавались за 1000 рублей с возможностью получить автограф. Я за автографом не пошел, но книгу купил, прочел и сейчас все вам об этом расскажу. Книга писалась 2 года и издана бывшим дагестанским чиновником Зауром Курбановым. Изначально переговоры велись с крупными издательствами, но те выдвинули просто смешные условия. За автобиографию самого популярного спортсмена России хотели заплатить 150 тысяч рублей, плюс небольшой процент с продаж. От таких условий за помощь в написании куда менее громкой книги в свое время отказывался даже я. Они нам скинули договоры свои, да, то есть шаблоны договоров. И ты знаешь, мы их перечитали и поняли, что эти люди просто-напросто хотят иметь в кармане все. То есть права, книгу, причем права на электронную версию, на экранизацию, на все, да? А мы за все за это получаем, ты меня извини, 5 копеек. Я, насколько знаю, порядок взаимодействия и порядок цен, они примерно всем платят 1150 авторам рублей. Да, ты прям сейчас в точку попал, Саш. И мне говорят, мы заплатим вам 150 тысяч рублей, и потом будем платить 15% роялти будем платить. Ты представляешь, да? Думаю, подожди, а какую функцию вы выполняете, чтобы все это забрать? И как-то с Хабибом случился разговор, он мне говорит, а мы можем сделать это сами? Я говорю, можем. Он говорит, давай, брат, мы это сделаем сами. Заур Курбанов не только издал, но и написал эту книгу. Он провел десятки интервью с близкими Хабиба и записал в общей сложности 30 часов воспоминаний самого Хабиба. Но это первая книга, которую писал Курбанов, поэтому, честно, я не ждал ничего хорошего. Результат меня удивил. Читать книгу интересно. Хабиб действительно раскрылся для написания автобиографии. До этого я видел, как Хабибу сделали сайты, как неряшливо, на плохом русском языке, без хоть сколько-нибудь новой информации, там написана его биография. Так вот, книга сделана просто несоизмеримо лучше. Да, в книге есть опечатки, есть повторы, когда одна и та же история рассказывается дважды. Где-то неправильно написаны имена и фамилии, но все это неизбежно для первого издания, такого большого объема текста. В книге 320 страниц. Моя любимая история в этой книге рассказана на страницах 78 и 79, как 20-летний Хабиб поздним вечером поехал на разборки, как решил не брать трубку, когда ему позвонил отец, и как дома был по-серьезному избит Абдулманапом, который все видел, и участие в разборке, и нежелание ответить на звонок. Самое смешное, следующим утром Хабиб полетел в Москву на свой второй профессиональный бой. Читая это, я сразу вспомнил наш разговор с Абдулманапом о бойцах, которым не хватает дисциплины. Если бы он был бы сыном моим, я не позволил бы ему выйти. Почему он должен быть после 12 где-то? Кто-то скажет, это личность. Какая жизнь? Ты принадлежишь кому? Или ты отдаешься спорту, или давай тогда уже, как люди, он работает человек. После страницы 79 я понимаю, что многим бойцам не хватает скорее не дисциплины, а таких отцов, как Абдулманап. В противном случае Хабиб ходил бы сейчас не с чемпионским поясом UFC, а по бесконечным махачкалинским разборкам. Вообще в книге немало моментов, когда Хабибу приходится плохо. На странице 40 он оказывается на крыше машины, которая на полной скорости удирает от милиции. На странице 66 едва не попадает в жуткую автокатастрофу. На странице 180 получает полный разрыв крестообразных связок и поначалу лечит колено народными методами, пока его не спасает для спорта русский хирург Андрей Королев. На странице 183 у него нет денег на послеоперационную реабилитацию. На странице 201 он думает уйти из спорта после 3-й травмы подряд. А на 225 все настолько плохо, что Ислам Махачев проверяет, дышит ли Хабиб. Деталей в книге правда много. И очень интересно узнавать, например, что вот на этом видео, которое я снимал в Лас-Вегасе на взвешивании перед боем Нурмагомедов-Макгрегор, Хабиб после кошмарной ночи, его несколько раз рвало желчью и приходилось на руках выносить его на улицу подышать. И вот все это он преодолел. Заканчивается книга 25 страницами о бое против Конора. Рассказывая об этом, Хабиб называет Макгрегора смутьяном, пьяницей, алкоголиком, придурком, психопатом, сумасбродным ирландцем, шутом, чудаком, беспомощным фриком, нулем как человек и пустым местом как спортсмен. И, наконец, 21 раз на этих 25 страницах Хабиб называет Конора цыпленком. То есть, как вы поняли, Нурмагомедов не чувствует никакой симпатии, тем более благодарности к человеку, бой с которым принес ему небывалую популярность и небывалые
гонорары. В общем, читать книгу было не скучно. Я узнал у двоюродных братьев Хабиба, будут ли они сами читать автобиографию брата. Амар сказал, что будет. Будете читать? Да, конечно. Очень интересно самому начать. Так вы же наверняка все знаете. Нет, абсолютно нет. Да. Я максимум то, что знаю, то, что я сам говорил для книги. А Абубакар сказал, что в этом нет необходимости. Он и так все знает. Я знаю все, конечно, все то, что я с 3 класса, мы с ним вместе, я с ним в зале, я не знаю, мы играли с ним вместе, все какие-то там, я не знаю, приключения, какие-то происшествия. Я все знаю про его жизнь, там, имеется в виду, мы настолько близки. И тут я бы уточнил, что на странице 49 Хабиб рассказывает про Абубакара. 80% передряг, в которые я попадал, были за авторством брата. Я и сам паинькой не был, но Абубакар — это нечто. Вот так. В начале книги Хабиб рассказывает, как они с Абубакаром кошмарили городских пацанов в Махачкале, а в конце он просит Абубакара не надевать кофту при выходе на бой с Макгрегором в Лас-Вегасе, потому что в драке после боя она может ему помешать. Но мы знаем в итоге, что полноценно подраться Абубакару чуть помешала папаха, бросить которую он никак не мог. Вопрос, который всех волнует. Почему нельзя было выпустить папаху в октагоне? Но я не хотел, чтобы папаха это, потому что наша традиционный головной убор, и чтобы она На полу была? да, на полу валялась там, чтобы, я не знаю, под ногами путалась там, чтобы они на этой кровавой канвасе. Я бы не хотел, что это выглядело не так красиво, но это было бы глупо и некрасиво. Я не знаю, я ее не выпустил, потому что она, может, и потерялась бы там. Хабиб доверил, в общем, вам ее, и вы не хотели ее потерять. Да, не то, что доверил, я всегда за эту папаху отвечаю, когда рядом, я ее привожу в порядок, и я смотрю за этой папахой, потому что старший брат сказал, смотри за папахой, я смотрю. На этом все. Книгу Хабиба читал Александр Лютиков. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.